Ведьмы знают, что дом – это не просто жилище, не 4 стены всего лишь. Дом – это хранилище твоей энергии, твоей боли, страданий, радости, мечты. Все вместе. Сущности, которые обитают в твоем доме, они питаются этой энергией. И если в твоем доме больше было страданий и обид, то усиливаются злые сущности. И они потом начинают забирать у тебя энергию. Ночью, днем. И начинают уходить деньги. Начинаются непредвиденные расходы. Начинаются ссоры в доме. Начинаются недопонимания. Именно поэтому и не просто так рекомендуется часто очищать пространство дома, обновлять. Держите дома маленькие фонтаны. Круговорот воды, он все время создает такую вот энергетическое колесо. Постоянно создает эту энергию. Не дает захламляться энергией дома. Убирайте и выкидывайте разбитые вещи. Время от времени приведите все в порядок. И помните, что в доме должно быть чисто. Домовые любят хозяйственных хозяюшек, чистоплотных. Захламленный дом, грязный дом, он тянет неудачи. Очень важный момент для ведьм. Ведьмы всегда оставляют какие-либо знаки у порога. Слово «порог» не просто так сказано, не просто так придумано. Возле порога обереги. Под ковром монеты. Знаете почему? Потому что порог – это хранитель дома. Считается, что через порог переступают и приходят духи. И порог имеет своего стражника. И если порог не кормить, он начинает съедать вас, хозяев дома. А как кормить порог? Если у вас дома постоянно непредвиденные расходы и не держатся деньги, они буквально утекают. Значит, ваш порог съедает вас и ваше благополучие. Следовательно, кормите порог. Положите под коврик монеты. Иногда добавляйте эти монеты, иногда меняйте, унесите эти старые монеты, которые давно там лежат, оставьте под деревом, положите новые монеты. Кормите свой порог, чтобы он не ел вас. Когда вы знаете такие секреты, такие тайны полезные, ваша жизнь будет совершенно другая, чем у других людей. Люди не хотят понимать мудрость. Люди привыкли, тем более современные, что это все бабушкины сказки, это все пережиток прошлого, ерунда это все. И на самом деле в древние времена люди, которые в это верили и знали, люди, которые не могли позволить себе ничего лишнего и приносили, отдавали ведьме большие деньги, если бы они не верили в это, не видели результат, они бы никогда в жизни этого не сделали. Наоборот, сейчас у нас тысячи вещей, сейчас у нас излишек, и мы можем позволить себе кому-то дать что-то, поделиться. Тогда не могли позволить себе. Тем более, что ведьма была жительницей их села, например. Она бы в жизни там не прожила, если бы она была не настоящая, согласны? Ее бы выжили оттуда. Это значит, люди понимали и воспринимали это всерьез. Поэтому они жили лучше, и здоровее, и дольше, чем мы. И более были счастливы, и духовно богаты. Потому что в это все верили, знали и соблюдали. Так вот, чтобы порог вас не сожрал, кормите порог, подкладывая под эти коврики монеты. И тогда прекратятся ваши непредвиденные расходы, и деньги перестанут утекать. Они останутся в семье и в доме.
Еще одну тайну, которую знают ведьмы и применяют. Каждый раз, когда в твой дом приходят гости, неважно, приятные тебе, не очень, каждый раз эти люди приносят с собой свою энергию. Не просто так после отъезда гостей дома начинаются какие-то проблемы, ломаются вещи, начинаются болезни кошек, собак, дети начинают болеть. Человек, не желая того, может оставить свою энергию. Не просто так я дала вам ритуал изгнать дух Захмат. Этот человек привносит с собой свою энергию в твой дом. И они могут не совпасть. Такой человек привносит своих духов сюда. И они могут подраться и выгнать твоего домового. Поэтому нужно эти духи убирать сразу же, как только человек уезжает. Обязательно проведите чистку. И запомните, семья, где без конца и края ночуют подруги, друзья, знакомые и прочее, эта семья разваливается, и эта семья живет в бедности. Не только потому, что большие расходы постоянно принимать гостей, а потому что вы открываете все двери, и в вашем доме, как гуляют эти сквозняки чужих энергий, ваш дом становится не вашим. Он становится чужим для вас. Сюда вселяют совершенно иные духи. Дом становится враждебным, а дом должен быть твоей крепостью. Поэтому прекращайте эту привычку принимать всех гостей и так далее. Есть гостиница, есть, в конце концов, такси, 21 век. Сажайте человека и отправляйте домой. Сами не ходите ночевать нигде. И не стоит постоянно и без конца приглашать всех с ночевкой к себе. Вспомните свои молодые годы, сколько у вас останавливались друзья, товарищи, знакомые, и из-за этого через некоторое время ваша семья распалась. И самое главное, знаете, почему ведьма идет вперед, невзирая ни на что, и не обращает никакого внимания на критику от родных людей, близких, неблизких. Потому что она прекрасно понимает, что на самом деле за критикой, неважно, кто тебя критикует, скрывается страх, что ты будешь самостоятельный, самодостаточный человек. За критикой скрывается страх, что ты будешь сильнее, будешь хорошо жить. И для того, чтобы тебя остановить, начинает закидывать тебя камнями и убивать твою мечту. Ну, если бы это было так легко, да навряд ли получится. Да если бы это можно было делать, все бы так делали. Дежурные фразы ничтожных, слабых людей, которые сами ничего не хотят в этой жизни сделать. И напоследок расскажу вам притчу. Если начинает вас гнобить с детства и до старости, если начинает вам завидовать еще до того, как вы стали самодостаточным, удачливым человеком и пытаются сломать вам крылья, это не просто так. Ваши завистники изначально уже заранее видят ваш успех. Они видят ваше упорство, они видят ваше трудолюбие, интеллектуальные способности и понимают, что если вы это все соедините, вы обязательно добьетесь успеха. Им хочется опередить события и вас остановить. Приходит однажды гиена к стае своей и говорит: пойдемте скорее пообедаем. У львицы будет добыча. И сорвалась вся стая и побежала. Бегут, бегут. И смотрят, что саванна, ничего нет, никого нет. И говорят: ты о чем говоришь? Где добыча львицы? Тебе показалось? Она говорит: нет, не показалось. У львицы будет добыча. Посмотрите. А львица сидит в кустах и поджидает. Если львица сидит в кустах, значит, в скором времени у нее будет добыча. Она готовится к охоте. Подождем, говорит гиена. То же самое.
у вас еще эта добыча не подошла, но гиены уже почувствовали в воздухе, пахнет успехом. И уже вам заранее завидуют. И заранее пытаются вас принизить, обнулить. Не дать вам добраться до этой добычи и до этого успеха. Потому что они прекрасно видят ваши хорошие качества. Именно поэтому ведьма никогда не обращает внимания на критику, на облаивание, на желание принизить, унизить, обнулить. Поскольку они прекрасно понимают, что скрытый мотив этого всего – страх, что вы будете жить лучше. Вот и все. А не потому, что вы действительно ничего не сможете. Нет, совершенно не в этом.